Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим значение соотношения кальция и фосфора в рационе щенков. Тема эта выбрана не случайно, так как очень часто у меня спрашивают, как я отношусь к различным витаминно-минеральным добавкам, что надо давать щенкам, как давать и что лучше. Особенно остро этот вопрос стоит перед владельцами щенков, которые кормят натуральными кормами, так как при таком типе кормления всегда достаточно сложно сбалансировать рацион по потребностям конкретной породы. При посещении зоомагазина глаза у всех разбегаются от изобилия витаминов и витаминно-минеральных добавок. Что выбрать? Как правило, большинство людей выбирает те добавки, в описании состава которых содержится как можно больше различных компонентов, полученных из различных редких объектов, типа вытяжки из акульих плавников или чего-то еще в таком роде. Причем, чем диковиннее название источников получения компонентов, тем большую ценность имеет такая добавка в глазах покупателя. Не буду сейчас останавливаться, что там хорошо, а что вызывает вопросы. Я все это оцениваю так, что если в составе таких добавок не указано количество витаминов и минеральных веществ, то это несерьезно. Это БАДы. Я ничего не имею против БАДов, но их нельзя применять для корректировки каких-то патологических состояний. Ими можно только что-то улучшать, что и так хорошо. Самое главное при использовании таких добавок — это не столько сделать лучше, сколько не сделать щенку хуже и не вызвать при этом аллергию. Организм щенка в период роста требует большого количества различных витаминно-минеральных компонентов. И причем все это должно быть в сбалансированном состоянии. На что следует обратить внимание в первые месяцы жизни щенка, чтобы он вырос крепким и здоровым? На какие витаминно-минеральные добавки? Так вот, один из факторов риска, наиболее важный для здоровья растущей собаки, это несбалансированность рациона по кальцию и фосфору. Чтобы обеспечить нормальное развитие костей, потребление этих минеральных веществ необходимо тщательно контролировать. Особенно это важно делать для щенков и собак крупных пород. Наиболее критическим сроком является период с момента отъема, это обычно происходит, когда щенок достигает двухмесячного возраста, и до 5 месяцев. Недостаточное потребление кальция и фосфора в этот период ведет к нарушению роста костей скелета и возрастанию риска нарушению роста. Уровень потребления кальция и фосфора с кормом оказывает значительное влияние на рост щенков. Исторически так сложилось, что основное внимание уделялось недостаточному потреблению кальция, что часто имеет место при кормлении собак рационами, состоящими из мяса или мясных субпродуктов. Обычно мясные рационы содержат кальций в очень низкой концентрации, порядка 20 мг на килограмм мяса в пересчете на сухое вещество, и значительно более высокую концентрацию фосфора, приблизительно 300 мг на 100 кг мяса, тоже в пересчете на сухое вещество, что обеспечивает содержание кальция и фосфора равное 1 к 15 или 1 к 20. А надо, чтобы это соотношение в рационе было 1 к 25 к единице. Кормление щенков, да и котят тоже, таким рационом приводит к тяжелым поражениям костей, патологическому состоянию, называемому вторичным алиментарным гиперпаратиреоидизмом. При этом происходит деминерализация скелета, делая его неспособным поддерживать тело. Под воздействием массы тела происходит деформация и переломы длинных костей, а суставы подвергаются сильному сдавливанию. Отмечается тенденция к деформации костей тазового пояса. В патогенезе болезней костей, помимо абсолютного количества кальция и фосфора, полученного собаками с кормом, также играет роль соотношение количества этих минеральных веществ. Очень важно их соотношение, так как абсорбция фосфора снижается, когда данный показатель слишком высок. В настоящее время состав практически всех готовых кормов для домашних животных включает кальций-содержащие добавки, которые подбираются таким образом, чтобы профилактировать вторичный алиментарный гиперпаратиреоидизм. Это заболевание по-прежнему иногда развивается у щенков, да и котят тоже, которых кормят натуралкой и которые не содержат достаточного количества минеральных веществ, а их соотношение не сбалансировано. Поэтому при кормлении натуральными кормами быстрорастущим щенкам обязательно надо давать минеральные добавки, содержащие кальций и фосфор. Как видим, недостаток кальция в рационе — это плохо, но и его избыток тоже ничем не лучше. Избыток кальция вызывает остеохондроз, искривление запястного сустава и синдром нестабильности шейных позвонков. Получение в период роста собаками
пород крупных и очень крупных размеров корма с повышенной концентрацией кальция, особенно в случаях высокого соотношения кальция и фосфора, приводит к серьезным нарушениям процессов формирования скелета и созревания. Кстати, с собаками пород маленьких размеров этого не происходит. Основная причина нарушения развития скелета у быстрорастущих щенков, крупных собак и очень крупных размеров состоит в чрезмерном потреблении кальция. Считается, что оптимальное соотношение кальция и фосфора в рационе равно 1,25 к единице. Поэтому если вы кормите своего питомца натуральными кормами, то дача минеральных подкормок обязательно. Причем подчеркиваю, что соотношение в них кальция и фосфора должно быть сбалансировано 1,25 к единице. Добавки, в которых просто указано, что они содержат фосфор и кальций и еще 1000 полезных веществ, без указания точного их количества и соотношения, на мой взгляд, сами по себе особой пользы не принесут. Как и вреда тоже, если не будет при этом аллергической реакции. Если хотите, то давайте. Но нарушение в рационе количества и соотношения кальция и фосфора может привести к очень тяжелым последствиям. Надеюсь, мне удалось ответить на вопросы относительно того, какие витаминно-минеральные добавки лучше всего давать щенкам. Как вы поняли, что самое главное в этом вопросе, это надо сбалансировать рацион по оптимальному соотношению кальция и фосфора, так как достаточный уровень потребления этих минеральных веществ животными крайне необходим для нормального формирования костей скелета, который формируется в щенячьем возрасте. До определенной степени дисбаланс кальция и фосфора носит обратимый характер. Количество потребляемых с кормом кальция и фосфора следует нормализовать, и тогда не появится необходимость проведения какого-либо еще лечения. Если же вы не хотите морочиться со всеми этими цифирями, то можете давать готовые специализированные корма. Как правило, в хороших кормах высокого класса эти показатели учтены и сбалансированы. Все варианты приемлемы, и выбор типа кормления всегда за вами. Что касается выбора витаминно-минеральных добавок, то у меня к ним два требования. Первое – это проверенный годами производитель, который имеет хорошую репутацию и накопленный положительный опыт. И второе – в наставлении по применению этих добавок должны быть четкие количественные показатели содержания кальция, фосфора и их соотношение, а не просто описание того, что там есть фосфор, кальций и еще 1000 наименований непонятно чего. Таким добавкам я не доверяю. Вот и все, что касается темы роли кальция и фосфора в рационе щенков. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!